Всем привет! Volkswagen возвращается первым. Уже сейчас стало известно, какие автомобили он будет производить в России. Будущее завода Volkswagen в России решится со дня на день. В самом Volkswagen ранее не скрывали, что готовы продать предприятие, сохранив в нем свою долю. Наиболее очевидным покупателем является дилерский холдинг Avilon. Интерес дилерской компании к приобретению завода автомобильный эксперт Олег Моисеев объяснил в том числе законами рынка, согласно которым бизнес склонен к расширению. Почему именно Avilon претендует на Volkswagen? Есть простое объяснение. Volkswagen хорошо знаком с собственным дилером. В дальнейшем, если бренд решит вернуться в Россию и возобновить производство, выкупить свои мощности будет проще. В автомобильной среде группа компаний Avilon известна как автодилерский холдинг. Однако бизнес холдинга торговлей автомобилями не ограничивается. У Avilon в собственности есть офисный центр в Москве, где компания выступает арендодателем, а также отдельное хозяйственное направление – теплицы, где для рынка столицы выращивают свежие овощи и грибы. Большинство источников и экспертов сводится на том, что Калужский завод может производить автомобили из китайских машинокомплектов, но близкие по конструкции к Volkswagen. В самом Китае начались продажи нового поколения Volkswagen Polo. Покупателям предложены хэтчбеки в 5 комплектациях с ценой 770 тысяч рублей. Сам Avilon в январе объявил, что стал дистрибьютором марки Jetta, под которой Volkswagen в Китае выпускает бюджетные модели на собственном предприятии с местным концерном FAW. Автомобилистам из России это название знакомо, как имя одного из популярных седанов Volkswagen. Тут важно не запутаться. И все же успехи Avilon в переговорах с Volkswagen FAW можно признать. Именно этот дилер наладил прямой канал поставок машин из Китая через Казахстан в партнерстве с китайским экспортером. Если предположение о выпуске Jetty верно, а это допускает в том числе Моисеев, то речь может идти как минимум о 3 моделях. Это седан VA3, который конструктивно близок к Volkswagen Polo, бывший самой массовой моделью калужского предприятия. Кроме того, марка представлена 2 кроссоверами. VS7 конструктивно близок к удлиненной версии Volkswagen Tiguan или к Шкоде Kodiaq, а VS5 к Шкоде Karoq и в чуть меньшей степени к Volkswagen Taos. Данный модельный ряд не потребует серьезного переоборудования предприятия, а использование марки Jetta или любой иной оградит Volkswagen от санкций, считает Моисеев. И к тому же возвращение завода первоначальному владельцу будет проще, полагает эксперт. На момент переостановки производства мощность завода составляла 225 тысяч автомобилей в год. При нем также было создано производство бензиновых двигателей объемом 1,6 литра. Его мощность составляла 150 тысяч двигателей в год. В 2021 году Volkswagen подписал меморандум с правительством Калужской области о намерениях по выпуску двигателя 1.4 TSI на заводе в Калуге. У Volkswagen в России также было организовано совместное производство в Нижнем Новгороде с компанией ГАЗ. В отличие от Калужского завода, его в 2022 году закрыли. В настоящее время на предприятии в Калуге зарегистрировано около 4200 сотрудников, включая офисный персонал и рабочих. Все они с весны 2022 года находятся в простое. А как вам возвращение Volkswagen? Пишите в комментариях.